Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я приготовлю сладкие десертные блинчики с тройной начинкой – вишней, творогом и маком. Каждая начинка будет свернута отдельно, создавая разнообразие вкусов. Сами блинчики получаются очень тонкими и эластичными. И они не только вкусные, но и очень эффектные. А еще я покажу, как просто сделать на обычных блинчиках красивый шоколадный рисунок. Все это несложно. Досмотрите видео до конца, и вы все поймете. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Разбиваю в миску 3 яйца. Добавляю соль, сахар и хорошенько перемешиваю все венчиком. Сильно взбивать ничего не нужно, просто чтобы яичная масса стала однородной. Вливаю примерно треть от общего количества молока, перемешиваю и всыпаю муку. Предварительно я ее просеяла. Тщательно вымешиваю все венчиком. Тесто получается густоватое, но так у вас не будет никаких комочков. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. И после того, как мы вымешали тесто, я вливаю оставшееся молоко и продолжаю перемешивать тесто венчиком. Осталось влить растительное масло, и тесто на блинчики готово. Так как часть блинчиков я буду делать шоколадным узором, то отбираю пару ложек теста в миску. Всыпаю какао и перемешиваю венчиком, чтобы разбить все комочки. Тесто сильно густое, поэтому я добавлю еще немного основного теста. Шоколадное тесто должно быть немного гуще, чтобы не сильно быстро текло с кондитерского мешка, когда я буду рисовать узор. Переливаю его в кондитерский мешок. У меня на канале есть рецепт приготовления французских блинчиков креп-сюзет с апельсиновым соусом. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Тесто готово, я дам ему немного постоять, а пока приготовлю начинки. Начну с вишневой. Размороженную вишню без косточки перекладываю в сотейник вместе с соком. Добавляю сахар и кукурузный крахмал. Перемешиваю все, чтобы не было комочков, и ставлю на плиту. На небольшой мощности при постоянном помешивании довожу массу до кипения и варю еще около минуты. Масса получается глянцевая и густая. Когда она остынет, она еще больше загустеет. Вторая начинка – творожная. Творог перекладываю в высокий ковшик, добавляю сахар и ванильный сахар. Пробиваю массу погружным блендером до однородности. При желании можно протереть творог через сито. Готово. Третья начинка у меня маковая. Ее можно купить уже готовую. Я готовила ее сама. У меня на канале есть рецепт пасхального рулета, для которого я и готовлю маковую начинку. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. А я начинаю выпекать блинчики. Прогреваю блинную сковороду, смазываю ее растительным маслом, выливаю большую ложку теста и распределяю по сковороде. Диаметр моей блинной сковородки 22 сантиметра.
Половину блинчиков я буду делать без узора, а половину с шоколадным узором. Пеку сначала несколько обычных блинчиков, а затем пеку с узором, чтобы получилось одинаковое количество и тех, и других. Позже я покажу, для чего я это делаю. Но если хотите, то вы можете испечь только обычные блинчики, либо только с узором. Это вообще не принципиально. Блинчик с одной стороны поджарился, поддеваю его деревянной шпажкой и переворачиваю. Мне удобно использовать именно деревянную палочку, она тоненькая, с ее помощью очень легко можно поддеть край блинчика. Готовлю с другой стороны. Готовлю блинчики я на средней мощности плиты, у меня это 5 или 6 из 9. Блинчики с узором я готовлю так. Смазываю сковороду, наливаю тесто, распределяю. Затем отрезаю маленький краешек на кондитерском мешке и начинаю водить рукой, слегка надавливая на мешок. Если тесто у вас быстро льется, то добавьте еще немного какао или муки, чтобы его чуть-чуть загустить. Я делаю самые простые круговые узоры. С одной стороны блинчик поджарился, поддеваю его и переворачиваю. Немного подсушиваю с другой стороны так, чтобы он остался светлым. Тогда красиво выделяется рисунок. Пеку все блинчики. Готово! У меня получилось 20 блинчиков. Вот такие они тоненькие и очень эластичные. Они не рвутся, легко сворачиваются. Перекладываю все начинки в кондитерские мешки. Так удобнее всего их равномерно отсаживать. Отрезаю кондитерского мешка край диаметром около 1 см. В мешке с маковой начинкой можно сделать и меньше, а в вишневой чуть больше. Беру один блинчик без узора, раскладываю его на доске и подворачиваю по бокам. Я это делаю для того, чтобы при сворачивании у меня получились ровные края, так как я их оставлю открытыми. Выкладываю творожную начинку и плотненько сворачиваю блинчик до середины. Поворачиваю его другой стороной. Выкладываю вишневую начинку. И сворачиваю. Вот такая заготовка получилась. Откладываю ее в сторонку и беру блинчик с узором. Кладу его узором вниз и также подворачиваю с двух сторон вовнутрь. Выдавливаю маковую начинку. Плотно сворачиваю ее примерно до середины, можно даже чуть меньше. Сверху укладываю блинчик с двумя начинками и дальше закручиваю. И вот что получается. Аккуратненький, ровненький блинчик. Если вы все же боитесь, что ваша начинка может вытечь, то можно закрыть края. Первый блинчик сворачивайте открытым. А на второй выкладывайте маковую начинку. Делаете пару оборотов, закрывая мак. Затем выкладываете сверху блинчик с двумя начинками и уже теперь подворачиваете с двух сторон края. И дальше закручиваете блинчик. Теперь у вас получились закрытые края. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится.
В итоге из 20 пустых блинчиков у меня получилось 10 с тройной начинкой. Это несложно, но это очень красиво, эффектно, необычно и очень вкусно. Для приготовления блинчиков мне понадобилось 500 мл молока, 3 яйца, 120 граммов муки, 1-2 столовые ложки сахара по вкусу, четвертую часть чайной ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла в тесто и немного для смазывания сковороды, 1-2 столовые ложки какао для шоколадного узора. Для вишневой начинки 300 граммов вишни без косточки, 100 граммов сахара, 20 граммов кукурузного крахмала. Для творожной начинки 250 граммов творога, 30 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара. Для маковой начинки 150 граммов мака, 100 граммов сахара, 20 граммов сливочного масла и 20 грамм джема. И вот такие замечательные блинчики получились. Вот так они выглядят в разрезе. Начинка хорошо видна и ничего не вытекает. Можно оставить блинчики так, а можно полить шоколадом. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блинчиков, оладьев, сырников и вареников смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!